Это произошло зимним днем, в небольшом затерянном среди лесов поселке, где жизнь текла размеренно, а новости обычно ограничивались бытовыми мелочами. Но история, развернувшаяся на окраине у железнодорожного перегона, заставила весь поселок замереть от удивления и сострадания, а затем мгновенно разлетелась по социальным сетям, тронув сердца сотен тысяч людей далеко за пределами этого тихого уголка. Все началось с того, что местный житель, проходивший неподалеку от путей, заметил на рельсах темные силуэты. Подойдя ближе, он обомлел. Прямо между стальными рельсами, на холодном щебне и промерзшем снегу, лежали две собаки. Одна из них, молодая светлая собака, с трудом подавала признаки жизни. Ее тело судорожно дрожало, а лапы бессильно плетью лежали на снегу. Как выяснилось позже, она получила тяжелую травму, вероятно, от удара проходившего поезда или неудачного падения, и не могла не то что встать, но даже приподнять заднюю часть туловища. Но еще больше потрясало то, что происходило рядом. Второй пес, крупный, темного окраса, ни на шаг не отходил от своей пострадавшей подруги. Он аккуратно улегся прямо поверх нее, прижимаясь всем телом, чтобы защитить ее от пронизывающего ледяного ветра и согреть собственным теплом. Когда местный мужчина попытался приблизиться, чтобы оценить состояние животных и оттащить их в безопасное место, пес моментально преобразился. Его шерсть на холке встала дыбом, он прижал уши, оскалил клыки и издал глубокий угрожающий рык, за которым последовал громкий, предупреждающий лай. Пес не понимал, что человек хочет помочь. В его собачьем сознании билась лишь одна искренняя и отчаянная мысль. Любой, кто приблизится, может причинить вред его возлюбленной. Он был готов драться за нее до последнего вздоха, даже если противником окажется человек. Жителю поселка пришлось отступить. Он срочно вызвал местных волонтеров и неравнодушных соседей. Однако ситуация усугублялась с каждой минутой. Жуткий мороз сковывал землю, а по этим путям регулярно курсировали товарные и пассажирские составы. То, что увидели прибывшие на место люди спустя полчаса, навсегда врезалось им в память. Вдали послышался гул, а затем оглушительный гудок приближающегося поезда. Рельсы начали вибрировать. Люди на перроне и у насыпи в ужасе замерли, крича и пытаясь привлечь внимание машиниста, но многотонный состав не мог остановить тормозной путь в одно мгновение. В этот критический момент верный пес проявил невероятную сообразительность и хладнокровие. Вместо того, чтобы в панике убежать на обочину, он плотнее прижал голову подруги к земле между рельсами, прилег сверху сам и замлел, буквально вжавшись в выемку полотна. Состав на огромной скорости пронесся прямо над ними, обдав животных ледяным вихрем, грохотом и железным скрежетом. Когда последний вагон скрылся за поворотом, ошеломленные люди бросились к путям, ожидая худшего, но оба животных были живы. Пес поднял голову, отряхнулся от слетевшего снега и снова издал предостерегающий рык, возобновив свою бессменную вахту. Так продолжалось 2 суток. Целых 2 дня и 2 ночи верный пес лежал на своей подруге, не уходя ни на шаг, не пытаясь найти себе еду или укрытие от лютого холода. Он непрерывно согревал ее теплом своего тела, каждую секунду рискуя собственной жизнью при приближении очередного поезда. Все эти 48 часов он буквально закрывал ее от смерти, деля с ней одно дыхание на 2. Люди не отступали. Они организовали дежурство, искали способы перекрыть движение или усыпить преданного защитника на время, чтобы спасенные не пострадали. Каждый раз, когда к собакам пытались подойти с одеялами или едой, пес поднимался и рыком заставлял людей отступать. Его верность была абсолютной, а страх за подругу сильнее собственного голода и усталости.
На второй день была спланирована осторожная операция по спасению. Волонтерам вместе с местными ветеринарами удалось найти подход. Пока один из спасателей отвлекал внимание пса ласковым голосом и лакомствами, осторожно двигаясь сбоку, ветеринар со специальным фиксатором смог аккуратно и безболезненно обездвижить защитника. Как только пес понял, что его силу сковали, в его глазах застыла не агрессия, а бесконечная тоска и тревога за подругу. Но спасатели действовали мгновенно и с предельной нежностью. Девочку аккуратно переложили на носилки и завернули в теплые пледы, а ее верного спутника под руки погрузили в машину. Наконец, оба питомца были убраны с опасных железнодорожных путей. Животных немедленно доставили в ветклинику. Врачи диагностировали у пострадавшей собаки ушибы и травму лап, требующие лечения и покоя. Но жизненно важные органы оказались целы. Во многом благодаря тому, что пес все эти дни удерживал ее в безопасной низкой позиции между рельсами и не давал замерзнуть. Истории невероятного спасения и собачьей любви быстро поделились в соцсетях. Кадры, на которых темный пес прикрывает собой лежащую подругу перед лицом проносящегося поезда, собрали тысячи репостов и комментариев. Пользователи восхищались преданностью, которую не всегда встретишь и среди людей. Вскоре история получила еще один счастливый поворот. Благодаря огласке в сети нашлись хозяева животных. Оказалось, что собаки ушли со двора за несколько дней до этого и потерялись, а владельцы сбились с ног, разыскивая своих любимцев по всему району. Узнав в героях публикаций своих питомцев, они тут же приехали в клинику. Встреча была трогательной до слез. Пес, еще недавно рычавший на весь мир, радостно замахал хвостом и уткнулся носом в ладони хозяев, а его выздоравливающая подруга тихо поскуливала от счастья. Хозяева забрали обеих собак домой, обещав обеспечить травмированной девочке лучший уход и лечение. Сейчас с собаками все хорошо. Травмированная лапа постепенно заживает, а их дружба стала еще крепче. Эта история осталась в памяти жителей поселка не просто как происшествие на железной дороге, а как живое и трогательное доказательство того, что искренняя любовь, преданность и самопожертвование способны преодолеть любые испытания и спасти жизнь даже в самых безнадежных ситуациях.